Всем огромный привет! С вами Оксана, и вы на моем рукодельном канале. В этом видео я вам расскажу и покажу очень подробно, как связать вот такие вот носки резинкой 2 на 2 с очень интересной вот такой вот пяткой. Носки очень хорошо сидят на ноге за счет резинки. Есть клин вот этот подъема, поэтому подойдет на любую ногу. Размер носков где-то от 37 до 42-43, я думаю, можно спокойно вязать. Вот такое вот очень красивое закрытие петель идет на мыске. Здесь тоже идет резиночка. На мыске петли не сшиваются иглой, а просто стягивается. И вот так красиво вывязана пяточка. Из какой пряжи я вязала? Я вязала из двух видов пряж. Это Alize Superwash 100 грамм. Здесь 420 метров. Цвет номер 152. Этой и этой пряжи тоже 152 цвет. 75% шерсти и 25% полиамида. Стирать можно в стиральной машине. Одна ниточка такая, и вторую нитку я взяла Alize Angora Gold 100 грамм 550 метров, 80 акрил, 20 шерсть. Тоже цвет, вот он 152. Я соединила две вот этих ниточки, вязала вот в две нитки. Также можно связать просто из Alize Superwash в две ниточки. Вот, если сложить, будет точно практически такой же метраж. Так, далее можно заменить пряжи еще тоже в одну нитку вязать из пряжи Alize Wool Time. Просто в одну нитку вязать, также набирать 48 петель и вязать в одну ниточку из пряжи Alize Wool Time. Дальше можно из пряжи Alize Artisan 2 нитки вязать. Тут тоже идет 100 грамм 420 метров, да, и вязать в 2 ниточки. Вот любую носочную пряжу можно вот так вязать в 2 нитки. Если вы будете спрашивать, чем заменить, ну а если у вас Alize Lana Gold Classic есть, вот 100 грамм 240 метров классическая, можно и из нее связать. Вот если вдруг у вас нет именно вот такой вот пряжи. У меня просто оставалась вот эта пряжа Alize Angora Gold и от джемпера, и я ее просто добавила, решила к носочку добавить. Цвет был одинаковый, 152. И вот я связала вот такие вот носки. И спицы я взяла номер 3 миллиметра. Так как я вяжу слабо, то спицы вот такие я взяла на лески. Knit Pro Zinc, по-моему, называется, не 3 миллиметра. Пряжу, спицы можно купить в интернет-магазине пряжа.су и воспользоваться моим промокодом на скидку. Будет вам сделана скидочка, приятный такой вот бонус от меня. Так, спицы можно взять и чулочные. Если вы вяжете чулочными спицами, Magic Loop не можете вязать, то можете спокойно взять и обычных на 5 спицах вязать. Вяжется все очень просто. Начинается вязание от верха носка, набирается петли, вяжется вот эта часть, это паголинок, по-моему, называется. Потом делается прибавление на пяточку, это типа как пятка стронг, да, начинается. Далее мы сокращаем петли на подошве. И вот здесь дальше вот идет подошва, дальше вот резинкой 2 на 2. Закрытие мыска можно сделать лицевую гладь, а можно сделать вот как я, также резинкой 2 на 2. Носки получились очень плотные, теплые. Можно вязать как мужские, я думаю, так и женские. Давайте приступим к вязанию. Итак, складываем 2 нити вместе. Отмеряем длинный хвост. Берем спицы, вот так 2 вместе, и начинаем набирать петли. Первую петлю сделали, набираем 49
петель. 1 петля для замыкания в круг. Так, я набрала 49 петель, вытягиваем одну спицу, ну и еще в нескольких местах выталкиваем. Смотрим, чтобы не перекрутилось нигде ничего у нас. Все у нас все в порядке, нигде ничего не перекручивается. И соединяем в круг. Переносим с левой на правую спицу, подхватываем петлю на правой спице и протягиваем вот эту петельку и сбрасываем. Тянем вот так за 2 хвостика, затягиваем, одеваем маркер и начинаем вязать с 1 лицевой. Смотрите, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые теперь идут у нас, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И вот так переходим на следующую сторону, вытягиваем леску, если вот кто-то первый раз вяжет Magic Loop, покажу. Итак, 2 лицевые закончили, здесь продолжаем. 2 изнаночные, подтягиваем хорошенько здесь петлю, 2 изнаночные, чтобы вот здесь не было как бы большого натяжения дырочки, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И вот так вяжем. Так, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Переходим, снова вытягиваем, выталкиваем. Так, чем мы закончили? Здесь 2 изнаночных. Продолжаем, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных и заканчиваем 1 лицевой. Вот мы начинаем 1 лицевой и заканчиваем 1 лицевой. И снова вот продолжаем. Где лицевая, вяжем лицевые, где изнаночные, вяжем изнаночные. И так до пяточки вяжите нужную вам высоту. Я на где-то 25 рядов вязала резинки 2 на 2. Итак, самостоятельно провязываете нужную высоту. Так, смотрите, я провязала 25 рядов резинки 2 на 2. Это у меня, сейчас скажу, 10 сантиметров вышло. Смотрите, вот у меня начало ряда, да? 1 лицевая петля. На одной вот спице 24 петли, на второй тоже 24 петли. У нас же 48 петель. Далее, смотрите, отсчитываем вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Ставим маркер. Посередине 6 петель, видите, симметрично. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, маркер. И здесь тоже у меня вот 9 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, здесь вот теперь мы вот здесь будем вязать пяточку, прибавлять петли вот после вот этих 2 лицевых. Давайте на носке покажу. Вот у меня идет, да, и вот я прибавила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 умножить на 2, 16 петель я прибавляла. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночных, да. Вот сейчас я вам покажу, как это прибавлять. Вот так
Вот видите, сзади это выглядит. Вот, вот эти 6 петель. И вот мы начинаем по краю прибавлять. Вязать будем по кругу. Итак, начинаем делать пяточку. Прибавлять петли на пятку. Вяжется все по кругу, по узору. Итак, здесь вяжем, конечно же, по узору до маркера. Провязываем 2 лицевые, перекидываем маркер. И вот после лицевой вот здесь поднимаем вот так петлю. Вот таким вот образом. Вот. И за заднюю стенку провязываем лицевой скрещенной. Провязали. Вяжем тут по узору 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Вот, дошли до маркера. Поднимаем протяжку. И за переднюю стенку провязываем лицевую скрещенную. Добавили петлю, перекидываем маркер. Далее этот ряд довязываем по кругу до конца. Так, лицевая, переворачиваем вязание. И с этой стороны тоже вяжем вот эти все петли по узору. Так, довязываем ряд до конца. Вот довязали, да? Вот у нас конец ряда. Я ориентируюсь вот на вот эту ниточку. Конец ряда. Следующий ряд вяжем по узору без прибавлений. Вот как идут петли, мы провязываем. И также я, как показала, начинаем 2 лицевые, 2 изнаночные, да, вязать, где мы прибавили. Вот 2 лицевые. Перекидываем маркер. Здесь мы прибавляли лицевую, поэтому провязываем ее лицевой, а здесь уже 6 петель по узору. Вот у нас продолжается вот здесь узор, видите, если 2 изнаночных, потом 2 лицевые идут, потом прибавляйте 2 изнаночных, 2 лицевые через один ряд прибавки. Маркеры я поставила, чтобы ориентироваться. Это легко запомнить, но тех, кто боится запутаться, я поставила маркеры. Итак, вот этот ряд довязываем, да, а в следующем ряду снова делаем точно такое же прибавление, как я вам и показала уже, да. Прибавляем также лицевую. Изнаночные точно так же прибавляем, как и лицевые. Смотрите, вот я дошла до маркера, да, вот провязали, да, 2 лицевые, только после этих 2 лицевых делаем прибавление, перекидываем маркер, вот наша прибавка, да, уже которую мы прибавили петлю, вот здесь поднимаем протяжку и прибавляем петлю, вот прибавили, провязали лицевую, которую мы добавили до этого, далее провязываем 6 лицевых, которые вот у нас были. Провязываем вот эту лицевую, которую уже прибавили, да, до этого, и поднимаем протяжку и прибавляем лицевую снова петлю. Вот прибавили лицевую петлю, перекидываем маркер, вяжем дальше по кругу весь этот ряд, и следующий ряд вяжем тоже по узору. Так, довязываем. Итак, довязываем этот ряд и еще один ряд по узору. Смотрите, я провязала ряд с прибавками, да, ряд без прибавления. С этом ряду делаю прибавление, только изнаночную петлю. Вот провязываем 2 лицевые, да, перекидываем маркер. Вот 2 лицевые мы прибавили, и вот здесь мы добавляем петлю. Поднимаем вот так петлю, перекидываем нить и провязываем изнаночную скрещенную. Вот. Добавили мы изнаночную, здесь вяжем по узору уже.
2 лицевые, которые мы добавили, и вот здесь делаем снова прибавление. Вот так одеваем петлю и провязываем ее изнаночной. Все, мы добавили изнаночную петлю. Дальше вяжем один ряд по узору без прибавления. И вот так добавляем петли. Я вам показала, да, как изнаночные петли добавлять вот здесь и лицевые. Дальше провязывайте 2 изнаночные, вот 2 лицевые добавили, потом 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот как я вам и говорила, вот что у нас получается. Вот 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. И когда провяжете вот эти 2 изнаночные, тогда с вами вместе встретимся. Вяжите также все вот по кругу, видите, связано по кругу, здесь широкий носочек. И потом будем вывязывать вот эту часть. Вот оно, вот эту. Довязываем. Так, смотрите, я сделала прибавление петель. Вот это перед у меня, а вот здесь вот прибавила петли. Смотрите. Вот у меня получается 1, 2, 3 и 4, да? Лицевые полосы и 2 изнаночные. Все, вот здесь убираем маркер. Ну, можете оставить. И вот находим центральную. Центральных 2 лицевых. И по краям еще. Вот. И на вот этих 10 петлях мы сейчас будем вязать подошву, пяточку, скругление пятки. Так, вот. Вот на этих 10 петлях. Вот видите, центральная идет и еще лицевые. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот эти все петли до вот этих 2 лицевых, вот это все будем сокращать. Как мы будем это делать? Я сейчас довяжу до 2 маркера по узору. Так. Сейчас будем вязать поворотными рядами только вот эти 10 петель. Я один маркер прошла. Вот 1 лицевая. Убираем вот маркер и провязываем 2 петли вместе, чтобы лицевая была поверх вот изнаночной. Провязали, разворачиваем вязание, снимаем первую петлю, вяжем обратно по узору, где лицевые, лицевые, где изнаночные, изнаночные. Не доходим до маркера, 1 петлю. Вот провязываем 1 изнаночная, вот здесь поднимаем, убираем маркер, одеваем обратно и провязываем 2 вместе изнаночных, подтягиваем, разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону, снимаем петлю, вяжем по узору, где лицевые, лицевые, где изнаночные, вяжем изнаночные снова, лицевая, и вот здесь большой промежуток. Мы теперь знаем, что вот здесь надо провязать 2 вместе, ну и вот здесь идут 2 лицевые. Мы берем и провязываем 2 петли вместе, чтобы лицевая была снова поверх изнаночной. Вот так вот. Вот. Если вот видите, петля скрещенная получается, то можно ее развернуть и провязать вот так 2 вместе. Вот видите, и петля развернутая. Разворачиваем вязание и вот так вяжем поворотными рядами, только на 10 вот этих петлях, и сокращаем по краям петли. Вот смотрите, прошли до промежутка, да, изнаночной, и здесь провязывайте 2 вместе изнаночной петлей. Хорошенечко подтягиваете, разворачиваете вязание, снимаете петлю и вяжете в обратную сторону. Лицевая, 2 изнаночные. Ну, по узору вяжете.
2 изнаночные, вот лицевая, здесь хорошо видно промежуток, да, разворачиваем петлю, чтобы она развернута была, следующую петлю и провязывайте вот так 2 вместе, вот петелька уже развернута красиво, разворачиваем вязание, первую снимаем, вяжем в обратную сторону. Изнаночная, и вот здесь тоже провязываете 2 вместе, 2 вместе изнаночных, провязали, подтянули, разворачиваем вязание, снова переснимаем петлю и вот так вяжем и сокращаем по краям петли. Раз, подтянули, развернулись. Здесь тоже смотрите, чтобы петля была развернута, провязывайте 2 вместе изнаночные. Разворачиваемся и вяжем дальше. Все, я думаю, здесь понятно, да, как сокращать. Докуда делать убавку, сейчас я расскажу. Убавлять. Можно было маркеры не убирать, да? Ну, сейчас расскажу. Можете поставить маркер. Так, вот 2 вместе. Смотрите, докуда мы убавляем. Вот идет вот прибавка, 2 изнаночные, и вот эти 2 лицевых мы тоже довязываем. Вот смотрите, на носке вот идут вот эти лицевые, да, 2, и вот мы вот эти, видите, вот эти 2 дорожки, они сошлись, и чтобы у нас получилось 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, и вот так вот делаем убавление, вот с одной стороны, да, и вот так вот со второй стороны. Я думаю, здесь понятно, да, убавляем до сюда. Так, смотрите, вот я сделала убавки, да, еще одна осталась, здесь я просто покажу, что надо сделать. С этой стороны сделала убавление. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель у вас останется. У нас вот здесь вообще на спице должно остаться 24 петли после всех убавлений. Как мы начинали за 24 петлях, так и заканчиваем. Итак, что мы тут должны сделать? Вот у меня последнее убавление, да? Провязываем 2 петли вместе, вот здесь лицевых. Провязали и захватываем следующую петлю изнаночной. Захватили, разворачиваемся. Снимаем вот эту петлю, которую мы провязали, и смотрите, вот так на себя перекидываем, чтобы получилась двойная петля, и вяжем по узору в обратную сторону. Вот 2 изнаночных, тут 2 лицевых. Вот здесь провязываем изнаночная, здесь еще вот последний раз провязываем 2 петли вместе изнаночных, и смотрите, вот тут лицевая, захватываем вот эту лицевую еще одну, разворачиваем вязание. У нас тут осталось, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот он 7-ю захватили. Снимаем вот эту петлю, перекидываем, чтобы получилась двойная петля, и далее вот вяжем уже по кругу, начинаем вязать 2 лицевые, 2 изнаночные. Все, у нас здесь теперь на этих спицах снова 24 петли. Мы все сократили. Переходим на круговое вязание. Вот тут 2 лицевые. И вот мы дошли, где вот эта двойная петля. Я это сделала для того, так как мы сейчас переходим в круговое вязание, и чтобы здесь не было дырочки, я вот сделала вот двойную петлю. Я захожу сзади целиком в петлю, провязываю ее изнаночной. Все, провязала, и вторая изнаночная. Все, здесь дырочки не будет. Вяжем по кругу.
2 изнаночные, здесь лицевая. Все, видите, вот здесь 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Провязываем теперь по кругу это все. И сейчас покажу, как двойную петлю провязать, которая еще одна у нас теперь есть. Здесь так и вяжем по узору. Довязала. И вот теперь у нас, видите, снова вот здесь же начало ряда. Вот оно, где наша ниточка. И все, и вяжем до мыска нужную. Вот видите, такая пяточка интересная, подошва. Так, сейчас покажу двойную петлю, как провязать. Здесь вот вяжем лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых. Вот здесь изнаночная. И вот она, двойная петля. Мы за переднюю стенку провязываем вот эти двойную петлю. Вот это целиком вводим изнаночную. Провязали и все. Дальше вяжем 2 лицевых, 2 изнаночных. Так, мы перешли на круговое вязание. Вяжем до мыска теперь нужную длину. Вот, смотря какая у вас длина стопы. Вот, видите, вот это 2 изнаночных. И здесь теперь дырочки нет. И красивый переход. Так, сколько я вязала до мыска, сейчас скажу. До мыска я вязала 26 рядов. Вот, вот здесь вот эта часть, 26 рядов на стопу 24 сантиметра. Это вот отсюда и вот до сюда, ну где-то 10-11 сантиметров. Вот я вязала. Все, сейчас я по кругу, вот просто по кругу вяжу 26 рядов. И потом будем вот такое вот закрытие мыска делать. Вот. Довязываем. Смотрите, я довязала вот 26 рядов, нужную мне длину до мысочка. Будем убавлять мысок. Мысок я вязала также по узору, я уже только что вам показывала, да. И смотрите, как я буду делать убавки. Смотрите, здесь лицевая, вот одна идет, и потом изнаночная, и здесь лицевая. И мы сразу, вот начало ряда, да, вот оно у меня, будем убавлять. Смотрите, вот идет лицевая, надо 2 вместе провязать, чтобы она была поверх изнаночной. Правая стенка петли, смотрите, вот перед работой я ее разворачиваю и провязываю вот 2 петли вместе с наклоном влево и подтягиваю хорошенько. Далее вяжу до конца вот эту спицу и не довязываю 2 петли. Смотрите, я довязала, да, здесь вот правая стенка петли перед работой, здесь и здесь я просто вот так спереди захожу и провязываю 2 петли вместе, вот, получились 2 вместе с наклоном вправо. Итак, с этой стороны точно так же делаем. Подтягиваем хорошенько, снова разворачиваем, видите, правая стенка петли перед работой. Здесь тоже перед работой мы ее тоже вот так разворачиваем и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. И хорошенечко вот так здесь подтягиваем. И снова вяжем по узору и не довязываем 2 петли. Так, вот дошла, да, здесь уже правая стенка петли перед работой, мы вот так заходим и провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Так, один ряд с убавками сделали, второй ряд вяжем по узору. Какую петлю видим, ту и вяжем. Смотрите, вот здесь всегда будет с краю лицевая, мы ее вяжем лицевой. Здесь идет изнаночная, вяжем изнаночную.
И вот так дальше продолжаем вязать весь ряд по узору. Довязываем ряд, следующий ряд снова идет с убавлением. Вот снова правая стенка петли перед работой, я ее разворачиваю здесь и провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Провязала, подтянула, здесь идут 2 лицевые. Вот мы вяжем дальше по узору. Как у нас идет резинка, 2 лицевые, 2 изнаночные. И снова не довяжем 2 петли. Так, вот 2 лицевые провязали, а здесь уже разворачивать ничего не надо, просто провязываем 2 петли вместе, разворачиваемся. И с этой стороны повторяем все то же самое, что мы только что и провязали, да, нашу убавочку. Снова разворачиваем петли, одну и вторую, и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Провязали, а здесь дальше по узору. И в конце не забываем сделать убавление, провязать 2 петли вместе. Вот провязали 2 лицевые, и вот здесь изнаночная лицевая, 2 вместе провязываем с наклоном вправо. Все, провязали. Следующий ряд вяжем по кругу без убавок. Просто смотрим, вот какие петли идут. Вот у нас тут 3 лицевые, как всегда крайняя лицевая, и следующие вот у нас идут тоже лицевые, поэтому тут аж 3 лицевые. Все, и в конце тоже у вас будут 3 лицевые. Вот видите, здесь тоже у вас 3 лицевые должно быть. Ряд вяжем с убавками. Итак, так как мы провязывали до этого лицевую изнаночную, убавляли, здесь вот у нас идут 2 лицевые. Мы переворачиваем. Вот видите, правая стенка петли перед работой, мы разворачиваем ее и провязываем 2 петли вместе лицевых, подтягиваем с наклоном влево. Дальше вот идет лицевая. Дальше вяжем по узору и в конце провязываем 2 вместе лицевые. Вот видите, здесь петли разворачивать не надо, правая стенка перед работой, мы вот так заходим и провязываем 2 вместе лицевые с наклоном вправо. Все. Так мы делаем убавление, пока на каждой спице не останется по 10 петель. Все. Убавки делаем через один ряд. В одном ряду делаем убавление, в одном вяжем по узору. Так, смотрите, вот у меня 10 петель с одной, на одной спице 10, на другой всего 20 петель. И сейчас я не хочу сшивать иглой, буду провязывать просто по 2 петли вместе. Вот здесь снова вот так же петельки разворачиваем и провязываем 2 петли вместе лицевых. Здесь 2 изнаночных, провязываем их 2 изнаночных. Здесь 2 лицевых, провязываем 2 вместе лицевых. Здесь 2 вместе изнаночных и 2 вместе лицевых. Провязали. На второй спице проделаем все то же самое. Также провязываем 2 вместе лицевых, 2 вместе изнаночных. Вот. Провязываем 2 вместе лицевых, 2 вместе изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных и 2 лицевых. Провязали. И делаем еще раз
по 2 петли вместе. Но теперь мы вяжем лицевую с изнаночной вместе. Смотрите, вот лицевая и изнаночная. Мы берем лицевую и изнаночную, провязываем 2 вместе, и лицевая идет поверх изнаночной. Вот, видите, провязали. Вот здесь то же самое. 2 вместе провязали. И вот здесь одна лицевая остается. Вот 3 петельки вот так идут. Со второй стороны точно так же убавляем. Так. Все, лицевую вот тут с изнаночной 2 вместе провязываем. Провязали. Здесь тоже лицевую с изнаночной. И здесь одна лицевая. Все, осталось 6 петель. Отрезаем нитку, оставляем небольшой хвостик, чтобы продеть, снять петли. Берем иголочку, продеваем нитку, 2 ниточки. Так, все, продели. И теперь снимаем петли. Так, берем и вот здесь вот так вытягиваем, чтобы подтянуть эту петлю, и снимаем петли. Вот 2, 3 петли сняли и подтягиваем. Видите, вот тут затягивается. Далее вот эти 3 петли сейчас я спицу вытяну. Так, вытянула и снимаем. Вот 1, 2 и 3. Все, сняла. Вот здесь вот так подтянем, чтобы вот эту петлю затянуть. Затягиваем и еще несколько раз пропускаем через эти петли, чтобы ничего у нас не распустилось. Так, и теперь внутрь носочка переходим. Так, оп, выворачиваю. И здесь фиксируем обязательно на узелочек, чтобы нигде ничего у нас не распустилось. Ну и здесь вот в дорожку, вот эта дорожка, мы здесь прячем кончик вот так. Вот. За вот эту вот дорожечку вот так, хоп, сделали. Вот. Ну, вот тут хвостик небольшой я все-таки оставляю. Все. И носок готов. Вот так он выглядит, как бумеранг перед стиркой. Вот. Закрытие, все как положено. Пяточка. Вот так он выглядит. И вот что после стирки. Я его сушила на блокаторе. И вот так он смотрится. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Жду от вас ваши комментарии. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.